Итак, дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале. Сегодня у нас будет очередное видео про читеров в Warzone, простите, то есть киберспортсменов, да, профессиональных игроков в этой замечательной игре. Но для начала, перед тем, как приступить к просмотру видео, мы все же обсудим немножко один такой нюанс, точнее догадки, недалеких людей, или далеких, или очень глупых, или не глупых, еще каких-то там. Как-то мне написали в чате, что, мов, лучше снимать этих стримеров без киберспортивных настроек. Ну, типа без ВХ, чтобы вот чистая игра была, чтобы смотреть его. Ну, это глупо. Это очень глупо, потому что ты не видишь, куда он бежит, зачем он туда бежит, и почему он смотрит туда, а не в другую сторону. И почему он движется туда, а не иначе в иную сторону, да? И, то есть, когда у тебя есть киберспортивное зрение, то ты понимаешь же, что он делает, куда он бежит и куда к нему бегут. Ты можешь определять, бегут к нему читеры или не читеры. Ну и определить самого игрока, читер он или не читер, то есть саму тактику игры. Потому что ВХ, как ни старайся, ну если стример юзает и за ним наблюдает, я не имею в виду, что твое нет, он когда играет с ВХ, ни один человек в принципе скрыть не сможет. Аймбот это тоже все заметно. Просто тупо даже по статистике попаданий, если посмотреть, как целится чувак, который никогда не промахивается и тому подобное. Но обычный человек, ему очень тяжело отличить аймбот от нормальной стрельбы, потому что сейчас такие аймботы появились, которые от обычной стрельбы для стандартных игроков, которые мало разбираются в этом, этот аймбот от обычной стрельбы вообще почти не отличается ничем. Совершенно. То есть это может увидеть только человек, у которого глаз наметан, да, у которого уже опыт есть. И также само актеров можно легко определить. Если у человека есть опыт, то он может с легкостью увидеть, актерничает тут он или нет, и что он, по действиям, да, смотреть, по реакции на противников, по поведению на локации, когда он проявляет актерскую игру и когда он ее не проявляет. Сейчас мы посмотрим, здесь у меня есть, я открыл видео, вот это вот Shadow Skip, который типа как забанить читеров во время игры. Ой. На самом деле, я так предполагаю, вот этого чувака, есть там дегенерат такой Кек, конченый кремлебот вообще, дурачок, который со своим дебильным комьюнити, которое у него там образовалось из читеров, из его подсосов, они нападают вот на всех вот таких игроков, кто пытается разоблачать там других стримеров по Warzone. Они приходят и начинают нападать на этих людей. Ну и, соответственно, Кикончатина, он начинает оправдывать читеров. То же самое, как он оправдывал там Алибастера, того Кибастера, когда его поймал своим ботом и показал это. Он начал опровержение, там снял, что это не аймбот, это там 5-10, там вагон движется, но там четко видно, что это аймбот, то есть это опровержение реально для идиотов, для тех, у кого мозгов нет. А те, у кого мозг есть, все и так видят. То, что Кикончатина, он сам с щитами играет, и он сейчас, он мало сейчас стал играть в Warzone, не потому что он любит, типа, общаться со своей аудиторией, а просто потому, что он боится схватить Shadow Ban, потому что раньше Shadow Ban он постоянно ловил. Из-за того, что он с щитами бегает. И сейчас он стал меньше играть и больше стал смотреть просто других стримеров и комментировать их игру. Вот. Все это связано с Рикошетом. Потому что Рикошет сейчас безбожно троллит читеров, он постоянно их в ШБ отправляет, постоянно кикает, постоянно делает какие-то вещи, которые действуют людям на нервы, да, то есть это разработчики уже доперли, то, что я говорил еще там лет 5 назад, что надо издевательскую систему какую-то сделать, я не знаю, может, разработчики из Activision каким-то чудом посмотрели мой стрим там или видео, где я это говорил. Потом, кстати, они реализовали это в Кальдере, по-моему, в Кальдере было. Только там чуть-чуть по-другому было. Там они буквально издевались над читером, если система ловила читера, то есть, да, был детект софта. Он там мог телепортироваться куда-то, у него отбирали оружие, он без оружия бегал. Потом там что там, умирал сразу, короче. Куча там всякого с ними происходило.
И сейчас это эволюционировало. Сейчас вот этот вот Shadow Ban, он выписывается рандомно, и он не сразу выписывается. Наставится системой флаг, когда к тебе подключается рикошет. Это, кстати, у Стикинсона было заметно, если кто, может, смотрел последний стрим его по Warzone или предпоследний, я не помню, в конце стрима у него жутко начала игра лагать. Такое похоже, как будто бы огромный пинг, знаете, вот рывками прям все такое, вот, как условно сервер лагает, как будто тосит сервер. На самом деле это не DOS. Это никакой не глюк, это так работает рикошет. То есть к нему подключилась система в этот момент, и она начинает анализировать. Она начинает анализировать там оперативную память, еще чем-то занимается. Там куча всего параметров, дело в том, что, ну, то, что факт в том, что так работает рикошет, он подключается, и через там ну, это законно, там, полчаса, 40 минут, иногда час, по-разному. Он выписывает Shadow Ban. То есть, вот знай, если у тебя начались фризы вот такие вот, подтормозы, то ты потом обязательно ШБ схватишь. Где-то он, кстати, был, надо бы его посмотреть. Сейчас я открою, где он у меня? Я его открыл. Да, вот эти все игроки, которые у меня сейчас открыты, они сейчас все в ШБ сидят. Лев Бритва, потом, кто это у нас? Это Юрах, он с другого аккаунта играет, этот тоже с другого аккаунта играет. Этот Джаксви тоже сидит в ШБ, он с другого аккаунта сидит. Вот он, Феникс Руссе, вот это вот Джаксви. Потом здесь второй еще Феникс, я не знаю, это клон или кто. Это, по-моему, этот. Или Даникопа, или кто. Даникопа, кстати, тоже в ШБ сидит. В Тирис это Туз. Это Туз, где он? Это Скролли, она тоже с другого аккаунта играет, она тоже в ШБ сидит. Я про нее видео снимал уже, то есть они все с щитами играют. Потом, кто это у нас? Lucky Skill играет с другого аккаунта, тоже в ШБ сидит. Дани Копа, я уже говорил, что он в ШБ сидит. Тузик тоже в ШБ сидит. Ну, общение. Чем еще заняться? Конечно, общение, какие-то игрушки там. Стикинскан, скорее всего, стопудово тоже в ШБ сидит, потому что в Warzone не играет. Хотя мы еще не видели, как его кикало, правда. Но, скорее всего, и раз не играет, значит, уже сидит в ШБ, потому что он играл, он довольно активно. И сейчас вот перестал. И была у него фигня вот такая, надо сейчас показать. Ей сейчас не этот самый, надо найти. Так, где там видео? Так, обычно после такого, когда я вот так вот захожу их смотреть начинаю, они потом все свои ролики скрывать начинают. Так, по-моему, вот этот вот стрим. Он там то ли с Тими играл, то ли с кем там. Он в двойках играл, но здесь одиночки. А он играл в двойках. Он играл в двойках. Это, наверное, не то. А может быть, он и удалил тот или скрыл тот стрим. Вполне возможно, кстати, может быть и такое. 15 дней назад, 16 дней назад. Вполне мог, потому что я смотрел, там, ну, была эта ерунда. Булзай. Где-то оно очень даже было, а сейчас его нет. По-моему, он, наверное, все-таки удалил этот стрим. Видимо, что да. Где он? Как он сдох? Это не то. Не, наверное, он удалил. Потому что я точно помню, что я заходил, смотрел, и у него там вот эта вот ерунда была. Скорее всего, так и есть. Это был какой-то предпоследний стрим стопудово. Но он, по-моему, не с Булзаем играл, он с кем-то другим играл. Я уже не помню, там какой-то другой чувак был. В общем, этого стрима, походу, уже нет. Видимо, он его крякнул. Наверное, все-таки понял, что это ерунда какая-то, и надо, видать, его то ли скрывать, то ли шо, и нема этого стрима. Там в конце, это я точно помню, это было. Так, ну да ладно, вернемся к этому Shadow Skip, которого запугали бедняжечку, и теперь он боится лишний раз спернуть, чтобы его не захейтили, видишь ли, за его мнение личное. Сейчас мы посмотрим. Shadow Skip, меня зовут Андрей, и как давно вы, собственно, сталкивались с тем, что вот реально два наглых читера вам попадаются в игре? Ну, только что буквально вот недавно играл. Первая игра за день, ранкет, читаков просто
Полный рот читеров напихали, я просто я бухаю. Что не стычка, ты бежишь читер. Возрождаешься, бежишь, опять читер. В ГУЛАГе читеры, полно читеров, читеры, везде читеры, полным-полно, немерено вообще. Опять. В принципе, мы очень и очень прям редко видим таких читеров. Тому Очень редко видеть читеров. Чувак, тебе канал надо было не Shadow Skip назвать, а Shadow Skip Brain, там, я не знаю, или что там, Skip не свой мозг, там, или что. Или как там, это. Перестань бояться, бляха-муха. Что ты вообще опустился до уровня какого-то вообще там? А небо там зашугали, ядричка латить. доказательство может быть, приходите каждый день на Twitch в 9 часов вечера по Москве, вот мы играем, сидим по 4-5 часов, и реально таких читеров мы встречаем очень и очень редко. Очень-очень редко, потому что актеров других много. Да и ты, скорее всего, что-то не особо разбираешься в этих читаках, я так понимаю. Потому что игра буквально кишит читером. Читерами, как в любителях, они в добычу бегают. Их немерено в добыче, кстати. Если для кого-то откровением будет, что читеры играют в добычу, да, они играют там. Там реже выписывают шадоу-баны, поэтому они там играют. Им просто сам факт побегать с щитами, поиграть в игру, им не важно где, то ли там в королевской битве, ранг или там добычи, им без разницы, где играть. Вот они играют в добычу, они играют в любителей, и их там полным-полно, их там дофигища. Очень много, 90% из этих всех читеров это актеры. Они актерничают, то есть Activision, она буквально наплодила психопатов. Вот сейчас без шуток просто тысячи, сотни тысяч, я не знаю, там миллионы, наверное, сколько там аудитории у Warzone. Она просто наплодила дегенератов, вот таких вот людей, которые приняли такой стиль поведения актерского, да, обманщинского такого. Вот они играют в эту игру, вот только проблема в том, что они тренируются так, надрессированы вот этим вот античитом, командой, рикошетом вот этим дебильным, что они уже и в жизни, скорее всего, так себя ведут. То есть у них сплошной обман, все они из обмана сотканы. Как выразиться в том, что читеры реально нубы? То есть, чтобы вы понимали, в данной игре... Чувак, ты еще не видел читеров с таким мувментом, ты охренеешь просто. Я таких видывался, как говорить, что они нубы, играть не умеют. Это высер просто. Ты увидел каких-то пару хренов, которые дупля не отбивают, как играть в эту игру, которые, я не знаю, там 3 дня играют в Warzone, он пошел себе купил читы и бегает просто как ребенок какой-то. Там такие типы есть, они так муваются, ты, блин, да ты хрен попадешь по ним, ты в жизни не скажешь, что они читеры. Там мувмент просто невероятный. Играть они как раз многие читеры умеют, и многие из них стримят. Очень много зарубежных, вот я не знаю, как оно, скорее всего, не так распространено у нас, по нашим странам, там, да, Украина, там еще другие страны. Но зарубежные все стримеры, они в основном играют на геймпадах, с щитами на геймпадах. Это очень хорошо маскирует aimbot. Ну и, соответственно, Movement, они умеют играть с геймпадом. Ну, я не спорю, это круто, они играют, да, классно двигаются, все дела. Ну, тот факт, что они с щитами играют поголовно, это, ну, с этим глупо спорить. Я даже знаю одного британца, он со мной когда-то играл, строил из себя киберспортсмена просто невероятного. Там в турнирах участвовал, ты не поверишь, в турнирах. Он все время меня обвинял в щитах, при этом он сам читаком оказался. Его забанили, а он потом мне признался. Сказал, что он с щитами играет. Все дела. То есть, ну я и так уже знал, что он читер, потому что я его до этого в катке уже встречал. И я по поведению уже видел, я понимал, что он с щитами играет. А на мой вопрос, типа, а какого хрена, типа, ты мне, типа, упреки кидал, что я с щитами играю? Ну, типа, а ты сам-то читер, придурок. А он мне сказал, ну, это ж ты ж понимаешь, контент-креатор, типа, туда-сюда, а шо тут такого, типа. То есть это шиза реальная у людей, шиза, они конченые просто, больные люди. В игре я их еще и убью, обоих, причем довольно-таки легко, не очень-то и сложно. Блин, верите на самом деле? Может, они тебе слились специально, потому что читеры могут еще сливаться, да, актерничать.
Специально, я же тебе говорю, они приспосабливаются. Они учатся играть так, чтобы пытаться обмануть систему, там, вот таких как ты, чтобы слиться в катке в конце или в начале, там, ну, поиграть одну катку на рейдже, одну не на рейдже. У них там схемы даже есть специальные, как играть надо. На самом деле с трудом. В общем, друзья мои, вам приятного просмотра. Обязательно В подписывайтесь на общем, канал, тут, я ставьте так понимаю, лайки, играть пишите будет комментарии. долго-долго. Мне это неинтересно. Сейчас посмотрим, где он будет наблюдать за Забери. чудаками. Там пиздобол. Звездобол. Просто. Ну, чисто 25 левел. Вот, смотри, в точечку. У него ник, блядь, а вот он даже клавиатура, блядь, на жопу сел, блядь. 25-й левел. Так это ты смотришь очевидных читаков, ну, которые на рейдже катают. Жди скорей. Вот, видите, он за челом бежит. Вот, он на него навелся, видите? Чё, блин, он так объясняет, как будто 5-й класс. Реально, 5-й класс. Как ребенок. Вот. Вот Он видите, вот прекрасно смотри, понимает, вот я где же он. говорил, вот. На пиздец у него наводка кривая. Как будто он на геймпаде играет, отвечаю. Может, он и на геймпаде играет. Ни финта себе наводка кривая. Тупо имбот самый обычный. Тупо имбот. Все, типа тут даже без того жалобу второй кидать. А ты на кого смотришь? Тони, ты знаешь, кто это, блядь? А, Ты знаешь, кто это? Это типы, которых я там убил. На первом там? этаже. Которых чел просто сжег в итоге. Смотри, сколько бабла у него там. Земеля, ник у него. Ну серьезно, ну что это за... Вот, блядь, даже время рикошет пошло сработал. криворуких читеров. Рикошет сработал, он вылетел, слышишь? Все, видишь? Рикошет сработал, он вылетел. Может, он не вылетел, может, он просто вышел. Когда выходишь, тоже вот так вот пишет «нет соединений». Ну да, мог и рикошет кинуть. Только я вам открою секрет. Дело в том, что их кикает не из-за ваших репортов. Это все обман, это все чушь собачья. Это специально сделано, чтобы вот такие вот дурачки, как Shadow Skip, думали, что они что-то могут решить в этой игре. Кинуть репорт, и чувака кикнет. Нет, это так не работает. Я стрим снайпил Джакса, я их мочил, просто скроллю там хреначил. У меня есть там вот, видео, я там выкладывал. Все они меня репортили. И меня ни разу не кикало по ихним репортам. Вообще. Это не так работает. Скипятина. Дело в том, что это специально сделано, чтобы у вас был, типа, было ощущение какой-то, я не знаю, справедливости или что-то того. Дело в том, что система, она уже их определила по аимботу. Система очень хорошо сейчас палит аимбот. Вот она уже увидела, узнает, что это читеры, уже кинула флаг. Все. И репорт это лишь предлог кикнуть. Они бы все равно кикнулись, отправились в ШБ после катки, там в самом конце катки, или еще где-нибудь, или в следующей игре пошли бы, их кикнуло бы, даже если бы репорта не было. Но их бы кикнуло. А репорт это просто предлог. Вот и все. Система просто ждет, пока вот такой вот Shadow Skip наивный зайдет, кинет репорт и чувака кикнет. А потом он будет сидеть радоваться, типа, о, я чувака забанил. Нет, это не ты его забанил. Это система его отправила в Shadow Ban. Она уже знает о нем. Она уже его пометила. Все, и просто ждет. Это элемент рандома вот такой вот. Что ждет, пока кто-нибудь репорт кинет. Или если репортов не кидают, она потом сама через какое-то время его кикает. Вот так это работает. Пацаны, один минус. Вот так надо обвинять людей вот в сейчас, читерстве. который умер. Вот так надо обвинять людей в читерстве. Вот так надо обвинять, это типа отсылка ко мне или что? То как я контент снимаю? В смысле, чувак, те что, стримеры должны тупо в наглую бегать своим ботом? Ты на приколе? Они должны пялиться прям через стенку, вот так вот смотреть глаза в глаза прям чуваку. Ты это имеешь в виду? Или он должен тебе говорить, и, допустим, тот же условный Стикинсон такой сядет и скажет: я читер, смотрите. И включить тебе ВХ на экране у себя, чтобы ты видел. Я думаю, Shadow Skip даже в таком варианте даже сомневаться будет. А это точно читы? Нет, ну может это механика игры такая. А вдруг, не, ну на мониторе может он просто прицел включить. Ну есть такая функция MSI мониторов, там прицел себе включить. Ну это же не считается, ну это да. Это еще надо подумать, читер он или не читер, на картах погадать, там, на кофейной гуще погадать. Ты просто наивный, как ребенок мыслишь. На уровне там 10 лет.
Потому что даже Влад, сейчас дети уже 10 лет и то способны определить читака. Уже видят. А ты, блин, сидишь, тебе еще какие-то дискуссии там в голове невероятные возникают. Читер это или не читер? Обвинять или не обвинять? А вдруг захейтит? Да вообще по барабану должно быть, захейтит или не захейтит. Тебе что, своего мнения нет или что? Это звездец просто какой-то. Реально. Я выношу вердикт на основе косвенных доказательств того, что я вижу. Если я вижу подозрительные моменты, такие как у Стикинса, я там хрен знает сколько подозрительных моментов увидел. Там в одном видео просто немерено было всего. У нормального чувака, который без счетов играет, один, может быть, 2 подозрительных моментов сколько? На 10 игр. А у этих постоянно каждую катку какое-то палево. Если ты говоришь, что это читак, ты зайди на него и посмотри за ним. Все. Чел, до свидания, сказал. И тем людям, которые говорят, что здесь хуёвый античит, нормальный античит. Хреновый здесь античит, читеров кишит кишмя. Ну или Shadow Skip сам с говной бегает. И решил так пооправдывать немножко со стороны издалека. Может ли Shadow Skip с говной бегать? Конечно, может. Все, чел пошел нахуй. Пошел сейчас. Он уже сидит. Я сейчас не обвиняю, что он там в читах или нет. Я просто выражаю свое мнение. Может ли он бегать с щитой? Конечно, может. Почему нет? Собственно. Сейчас, отвечая на втором монике, заказывает себе этот Потенциальный подозреваемый. аккаунт новый. Вот такой же пиздобол второй. Вот, смотрите. Это что? Это что, блядь? Ну, Это что? Это что? Ага, реакция просто. Аймбота? Что ты что, аймбота никогда не видел? второй тоже с подрубом. Ты Но кинул они на него настолько жалобу? лохи, они настолько лохи, что я их просто, блядь, бля, Ты я их жалобу кинул убил на один. него? Да. На этого. О, Все, вылетел, улетел. вылетел. Смотрите. Вот это читеры. Вот это читеры. Вот это надо кеку скидывать. Говорит, чувак, ты вот когда людей обвиняешь в читерстве, вот, посмотри сюда. Вот нормальный игрок, 2 фрага, токсик. Представляете, что-то постоянно какой-то токсик у нас в тиме, блядь. В воде. Вот так надо доказывать, что люди с читами играют. Обвинять... Вот вам, блядь. Вот Вот так надо доказывать. Просто уровень поразительный. Дедукция отсутствует вообще. 0. Абсолютно. Так. А теперь же мы пойдем смотреть же видео, я же записал. Вот оно. Наше замечательное видео. Это читер у нас Маугли какой-то, короче, Ровану. Они все втроем с подрубом бегают, но один из них более агрессивный. Причем у него каму открыто, то есть он либо с анлокером, либо аккаунт уже давно живет. Но уровень, по-моему, у него не маленький. Соответственно, он уже 3-я бронза здесь, скоро золото будет. Или что там, или сильвер. Вот. И его не кикало, и я уверен, что этого чувака репортили просто, и не одну игру, наверное, даже репортили. А ему по барабану, он все равно бегает, его и не кикает. Это актер. Стандартный такой актер Warzone с подрубом. Сейчас вы все увидите. Хотя вам может поначалу показаться, и здесь, кстати, нет сейчас киберспортивных настроек, чтобы вы посмотрели просто, да? Как оно, что тут происходит. Это он остановился, скорее всего, наверное, что-то в окошке перебирает. Наверное, открыл окошко чита и что-то там клацает. Это стопудово. Лег. Сейчас еще NGO, блин, пока не работает. Вот когда заработает, сейчас читеров там хоть жопой жжет, ну, тут вообще будет звезда. Раз в 50 больше станет. Waypoint marked.
Опять что-то делает. Но он на геймпаде играет, он опять что-то делает. Настройки подкручиваю стопудово. Он не просто так зависает. Ну все, крышу вот это он уже больше на нее не агрится, потому что знает, что там уже никого нет. А там был чувак. You're losing ground. Moving. Hostile shoot. Forget it. Конечно, ну кого-то можно увидеть. Ну, тут же ну только киберспортсмен настоящий может увидеть. У него, наверное, 4К играет, да? А здесь сейчас, вы что-нибудь видите? Я ничего не вижу. А там кто-то есть. И там тоже. Ага. И там тоже кто-то, конечно. Ну, это, как я уже сказал, на самом деле, ну, актер, но не такой, что прям, ну, средненький просто. Он более, скажем так, очевидный, я бы сказал, чем средний. Потому что он делает такие вещи, которые, ну, как бы сильно палят, вот. Но он все равно старается актерничать, то есть привычка. Профессиональная деформация дает о себе знать. Опять что-то перебирает. А? Коряво стреляет в машину. Даже не скажешь, да, что он с подругом бегает. Но на машину не так сильно не реагирует, да? Не это сам. И да, вот так вот сейчас читеры все и играют. Они в основном сидуны. Да, есть и активные, наверное, очень много активных, но в основном еще как бы вот такие вот есть, которые кемперят. Читеры, кемперы. Это связано с тем, что других читеров чрезмерно много в игре, поэтому они все сейчас так и играют в основном. Changing mags. Enemy movement. Ну, вы ж все да, умеете видеть противника через текстуру, да, через деревья, без прицела. Вы ж все ж профессионалы, а ну, skip brain, как тебе? Как? Это не читер, наверное, да? Не похож, да? Не похож на читера. Ну, у него же не видно там ВХ, не видно. Ну, не видно, что на экране квадратиков, не. Ну, значит, читер, наверное. Наверное, надо было еще зайти просто к нему в пати и спросить, читер он или не читер. Я даже знаю, какой будет ответ. Так, ну сейчас он движется по левой стороне и движется уверенно, то есть он не побежал в эту сторону. Скорее всего, здесь вообще, наверное, никого нет на этой стороне. Как мне кажется. Здесь подсвет получается на магазине файт, а вот именно там дальше, скорее всего, никого нет. То есть он на магазин, наверное, бежит файтиться, да? Подраться с кем-то. Потому что если бы здесь кто-то был, он бы пошел сюда закрывать, но он пошел на магаз. Видимо, вся движуха там.
есть он в лоб пошел. Все, пошла чуйка, да? Пошла чуйка. А да он его услышал, конечно. Ах, как четенько он вылетает вообще из-за угла с четким пониманием, где находится противник, да? Смотри, опа. И мягенько так липнет. Это то, о чем я говорил, что они играют с геймпадом и с подрубом. То есть aim assist плюс aim bot. Got movement. Gas is inbound. Да, видимо, так все и есть, как я и говорил. Получается, люди были только на магазине, а здесь пусто. Здесь, получается, никого нет. То есть, вот эту локацию было бы неплохо сейчас зачекать, выйти за гаражи посмотреть, но он, скорее всего, делать этого не будет. Потому что он и так знает, что там никого нет. Ему не надо этого делать. Он будет чекать места, где есть люди. Вот здесь, ну, вдали. А в ту сторону он чисто так формально будет поворачиваться. Для галочки, так сказать. Hostile ship. Forget it. Ну, опять на файт идет. You're in the top 10. Keep knocking them down. Hostile shoot. Never mind. Good effect on target. Gas is inbound. Marking new Такой safe zone. мягенький аимбот. А для рикошета все нормально, он все замечательно, что какие читеры. Я читеров ни разу не встречал. Рикошет опять забухал. У него все хорошо. У него все замечательно, а вы держитесь там. Всего вам хорошего. Крепкого здоровья, счастья. Cash here. Долгих лета жизни в загробной жизни. Бывайте здоровья. Это... Не поминайте лихо. Requesting close air support. Или не поминайте лихо. Gas is closing in. Они ни заборы там не чекают, ничего, ни дорогу не чекают. Вообще, то есть спина уже все, а никто из них туда даже не смотрит. Незачем. Вообще. Все взгляды устремлены туда, где есть противники. Ну, чисто номинальное посматривание такое. Eyes on it. Marking target. Ага, кого-то там увидел. Вы кого-нибудь видите там? Там никого не видно. Eyes on it. Marking target location. Там просто кто-то прячется. Видать, лежит и в этих, в автобусах где-то. Мгм. В автобусах, а этот отметил ему туннель. Угу. Они знают еще, что в туннеле кто-то лежит. Ну или ходит там. Отметил. Это с китайским ником. То есть они все трое с подрубом бегают. Ну и сейчас вот в этот. Здесь стопудово сейчас будут люди делать. Gas is moving in. И он будет New их safe zone закрывать, наверное, located. да? Или нет? Что он будет делать? Но он прям грех его не закрыть просто. Здесь тоже кто-то ходит. Стопудово. Сюда пошел. Да, там кто-то шастает. Hostile shooter. Ну и на крыше, соответственно, люди тоже сидят. Там на крышу пялятся. Вот это он сейчас на крышу смотрит. Если кто-то не понял, если кто-то не разбирается, как они смотрят, так как Стикинсон смотрит. Видели, как Стикинсон смотрит? Он точно так же смотрит. И не только он один. You're losing ground. Move it. Cancel that.
Enemy movement. Автобусы закрывать пора. Идти уже что ли? Давай. Moving here. Loading new mag. Да, граната. А там тоже кто-то лежит в автобусах, да? Да, там тоже кто-то есть. Eyes on enemy. Угу. Coordinates marked. Там тоже кто-то есть. Он выглядывал на чувак там. Он отметил-то раньше, чем он выглядывал. Там чувак лежит, он уже по ним наваливает. Через текстуру. Waypoint marked. Не финта у него перевелось? Подожди, это у него фоф такой вы так выключили? Миша? Waypoint marked. Здесь чувак, походу, наверное? там? Рикошет, походу, с ума сошел вообще. Вообще, сволочь, бездействует, ничего не делает. Совершенно. Gas is inbound. Нормально так накидал. Loading new mag. Красавчик. Smoke deployed. Там чувак залег, да? Ага, машина, там машины. Он его через дым видит и стреляет еще по нему. Molotov. You're in the top three. Don't let up now. They're on me. Reloading. Reinforcing armor. А, кто-то в туннель здесь спустился. Там внизу уже шаг. Кто-то еще спустился в туннель. Eyes on enemy. Only two left. Ну, все это ж понятно, что там могут быть люди, что это же естественно, да, это всегда так. Нормальная игра, ничего необычного. Ну, нормальный чек. Reloading. Reinforcing armor. Changing mags. Eyes on enemy. Угу, ну, АЗН, конечно, да. Only two left. Reloading. Рикошет, у тебя там ничего подозрительного не происходит? Нет, все нормально, все в порядке. Gas is closing in. Relocating. Его там, safe zone. наверное, уже все лобби репортят. Уже пальцы сломали, Gas is мозоли натерли там. И что-то его как-то не кикает. Наверное, без щитов играет, да? Вообще. Чисто на чуйке. А уже знает, что выходить сейчас будут. Уже пошел сюда. Уже в курсе дела, да. Уже готовится. Ну, чисто чуйка работает. Нормально. Loading new mag. Gas is inbound. А это такие же, походу. Это тоже, походу, щитаки. Да, это тоже читеры. В конце 2 сквада читеров осталось. Это тоже читеры. Опа, что такое? Рывок, да, рывок делает. Во, она. А? Выходит. Нормально у него липнет. Ой, и это КБ, любители. За паблик и за ранкет я уже вообще молчу. Тут хотя бы еще ботов пострелять можно. А там вас постреляют. Вот такие вот. Не читеры. Skip brain. Skip your brain.